Урок 1. Веселые рыбацкие приключения. Рыбачить вместе с вами очень весело. Мне всегда нравятся наши рыбалки, Анна. Согласен, Джон. В том, чтобы поплавать на воде и ловить рыбу, есть что-то умиротворяющее и увлекательное. Это отличный способ соединиться с природой и отдохнуть от суеты. Кроме того, это возможность освоить новые навыки. Совершенно верно. Я так много узнал о различных методах рыбалки и видах рыб, обитающих в этих водах. Кстати, о рыбе. Помните самую большую рыбу, которую мы поймали во время нашей последней поездки? Справиться с ней было непросто. Ах да, это был незабываемый момент. Бой получился неплохим, но нам удалось довести дело до конца. Прилив адреналина был невероятным. Именно эти моменты делают рыбалку такой захватывающей. Никогда не знаешь, что поймаешь и с какими трудностями столкнешься. Это правда. Это делает все непредсказуемым и заставляет нас возвращаться снова и снова. Не могу дождаться нашего следующего рыболовного приключения. Я тоже. Я слышала, что поблизости есть новое место для рыбалки, известное своим большим окунем. Было бы здорово испытать там свою удачу. Рассчитывайте на меня. Изучение новых мест для рыбалки добавляет элемент открытий и делает все это еще более приятным. И давайте не будем забывать о том, как приятно проводить время вместе. Рыбалка позволяет нам сблизиться и оставить незабываемые воспоминания. Безусловно, Джон. Речь идет не только о ловле рыбы, но и об обмене опытом и историях, которые нам предстоит рассказать. У тебя есть любимые воспоминания о рыбалке, Анна? Мне интересно узнать, какие из них вам больше всего нравятся. Запомнилось одно воспоминание, когда мы отправились на ночную рыбалку и увидели, как звезды отражаются в спокойной воде. Это было волшебно. Помню ту ночь. Было так спокойно и безмятежно. Природа может вселять в нас благоговение и удивление. Действительно. Именно такие моменты напоминают нам о красоте и спокойствии, которые можно найти на свежем воздухе. Вот почему рыбалка– это не просто хобби, это способ приобщиться к природе и оценить ее чудеса. Не могу не согласиться, Джон. Нам повезло, что у нас есть возможность погрузиться в объятия природы. Давай дадим обещание, Анна. Давайте продолжим исследовать разные места для рыбалки и вместе создавать еще больше невероятных воспоминаний. Я полностью за это, Джон. Впереди еще много увлекательных рыбацких приключений, где мы сможем насладиться красотой природы и острыми ощущениями от улова. Приветствую вас, Анна. Я с нетерпением жду нашей следующей рыбалки и новых впечатлений, которые нас ждут. Урок 2. Изучение новых мест. Я слышала, что в центре города открылся новый рынок. Там должны быть уникальные и интересные вещи. Может, посмотрим завтра? Звучит как отличная идея. Мне нравится исследовать новое место и открывать скрытые сокровища. Отлично. Пойдем туда завтра и посмотрим, что у них есть. Мне интересно найти что-то особенное. Я тоже. Всегда приятно наткнуться на что-то неожиданное и единственное в своем роде. Я согласен. Острые ощущения от неизвестности добавляют во все впечатления элемент неожиданности.
Определенно. Думаю, важно использовать новые возможности и выходить из зоны комфорта. Совершенно верно. Пробование новых вещей расширяет наши горизонты и позволяет нам учиться и расти. Это правда. Кроме того, это отличный способ поддержать местный бизнес и ремесленников. Да, исследуя эти рынки, мы вносим вклад в развитие сообщества и помогаем ему процветать. Не могу не согласиться с этим. Это взаимовыгодная ситуация для всех участников. Итак, составим план. Во сколько нам завтра встретиться, чтобы пойти на рынок? Как насчет того, чтобы встретиться около 10 утра? Это должно дать нам достаточно времени на исследование. Звучит неплохо. Я отмечу это в своем календаре. Я с нетерпением жду этого. Я тоже. Всегда приятно открывать для себя что-то новое и интересное. Совершенно верно. И кто знает, возможно, мы найдем что-то действительно особенное, чем сможем дорожить. В этом вся прелесть этих приключений. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Вот что делает жизнь интересной, верно? Получение новых впечатлений и создание воспоминаний. Я не мог сказать этого лучше. Давайте сделаем завтрашний день незабываемым. Я в полном составе. Завтра мы отправимся в путешествие, полное открытий и впечатлений. Не могу дождаться. Это будет просто фантастика. Увидимся завтра. Тогда увидимся. Приготовьтесь к незабываемому дню исследований. Урок 3. Город капсул времени. Недавно я побывал в этом маленьком горном городке. Это было похоже на попадание в капсулу времени. Традиционный образ жизни, не подвергнутый влиянию современности. Точно. Дома были очаровательно старомодными, а ритм жизни сильно отличался от городского. Звучит увлекательно. Как местные жители реагировали на посетителей со стороны? Они были теплыми и гостеприимными. Казалось, они искренне рады поделиться историей и культурой своего города. Это замечательно. Всегда приятно общаться с местными жителями и перенимать их опыт. Совершенно верно. У меня была возможность попробовать традиционные блюда и услышать истории, передаваемые из поколения в поколение. Наверное, это был уникальный кулинарный опыт. Какие замечательные блюда вы бы порекомендовали? Их домашний хлеб был просто неземным. У него был деревенский вкус и текстура, которые я не могу забыть. Я уже представляю себе аромат и вкус. Я бы с удовольствием его когда-нибудь попробовал. Тебе стоит. Поездка того стоит. Кстати, о путешествиях. Бывали ли вы когда-нибудь вместе, похожим на капсулу времени? Однажды я побывал в отдаленной деревне, где все еще соблюдались древние обычаи и традиции. Звучит невероятно. Какие обычаи вы соблюдали? Они устроили яркий фестиваль, на котором жители деревни оделись в красочную традиционную одежду и танцевали. Это просто фантастика. Мне нравится посещать культурные фестивали. Это праздник для глаз и праздник культурного наследия. Это действительно так.
Участие в таких праздниках позволяет глубже познакомиться с местной культурой. Совершенно верно. Это все равно, что перенестись в другую эпоху, хотя бы ненадолго. Не могу не согласиться с этим. Это напоминание о богатой истории, которую мы часто воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Вот почему я люблю путешествовать по отдаленным местам. В них спрятаны сокровища и истории. Я не мог бы сказать это лучше. Эти места позволяют нам перенестись в прошлое и приобщиться к своим корням. Точно. Это напоминание о том, что, хотя мир постоянно меняется, важно сохранять традиции. Совершенно верно. Именно это делает каждое место уникальным и дополняет наше всемирное наследие. Хорошо сказано. Давайте продолжим искать эти города-капсулы времени и ценить предлагаемые ими впечатления. В этом я с вами согласен. Впереди еще много приключений и путешествий по страницам истории. Приветствую вас. Давайте продолжим исследовать и разгадывать истории прошлого. Урок 4. В движении. Я подумывал о том, чтобы чаще пользоваться общественным транспортом. Кажется, это надежный вариант. Отличная идея. Общественный транспорт может быть удобным и экономичным. Совершенно верно. Кроме того, это помогает уменьшить пробки на дорогах и уменьшить выбросы углекислого газа. Не могу не согласиться с этим. Это экологичный выбор, который приносит пользу как людям, так и окружающей среде. Вы часто пользовались общественным транспортом. Какие-нибудь советы для таких новичков, как я? Да, я использую его уже много лет. Я бы посоветовал заранее спланировать маршруты и проверить расписание. Хорошие замечания. Подготовка и знание сроков могут сэкономить много времени и нервов. Определенно. Также полезно иметь на телефоне приложение для общественного транспорта, которое будет получать обновления в режиме реального времени. Я обязательно скачаю его. Это значительно упростит навигацию по маршрутам. Еще один совет – приобретите транзитную карту или пропуск для удобного путешествия и потенциальной экономии средств. Я займусь этим. Похоже, это удобный способ оплаты проезда без наличных. Безусловно, так оно и есть. Кроме того, некоторые города предлагают скидки для постоянных пользователей. Это отличный стимул побудить больше людей выбирать общественный транспорт. Совершенно верно. И в зависимости от того, куда вы идете, вы можете даже насладиться пейзажем во время поездки на работу. Это правда. Это возможность взглянуть на город и его жителей по-другому. Общественный транспорт также дает возможность познакомиться с новыми людьми и провести интересные беседы. Я об этом не думала. Это возможность пообщаться с попутчиками и услышать их истории. Именно так. Удивительно, как общественный транспорт может объединять людей из разных слоев общества. Это действительно так. Итак, попробуем ли мы вместе прокатиться на автобусе или поезде? Я готова к этому. Давайте выберем день и осмотрим город на общественном транспорте. Похоже на план.
Это будет настоящее приключение, и мы откроем для себя новые уголки собственного двора. Я в восторге. Давайте отправимся в это путешествие и посмотрим на город с другой точки зрения. Согласовано. Мы должны воспользоваться общественным транспортом и всеми возможностями, которые он предоставляет. Урок 5. Вопросы безопасности труда. Вы когда-нибудь беспокоитесь о гарантиях занятости? В связи с меняющейся экономикой я в последнее время об этом думаю. Я могу общаться. Беспокойство естественно, особенно в нестабильное время. Именно так. Интересно, есть ли какие-либо стратегии, которые мы можем принять для повышения гарантий занятости? Один из подходов заключается в постоянном совершенствовании наших навыков и сохранении актуальности в наших областях. В этом есть смысл. Умея адаптироваться и узнавая что-то новое, мы можем повысить свою ценность. Совершенно верно. Важно сохранять инициативу и искать возможности для профессионального развития. Я согласен. Инвестиции в себя и расширение знаний могут дать нам конкурентное преимущество. Другой аспект– создание сильной профессиональной сети. Связи могут открыть двери и оказать поддержку. Нетворкинг имеет решающее значение. Это может открыть новые возможности и помочь нам справиться с карьерными трудностями. И давайте не будем забывать о важности демонстрации нашей ценности нашим работодателям. Верно. Постоянно выполняя высококачественную работу и демонстрируя свои навыки, мы можем завоевать доверие и авторитет. Также полезно быть в курсе отраслевых тенденций и предвидеть изменения на рынке труда. Знание меняющегося ландшафта дает нам больше шансов адаптироваться и принимать обоснованные решения. Кроме того, наличие резервного плана или изучение побочных проектов могут обеспечить дополнительный уровень безопасности. Это хорошее замечание. Диверсификация наших навыков и источников дохода может обеспечить большую стабильность. Наконец, сохранение позитивного мышления и использование проблем в качестве возможностей для роста могут изменить ситуацию к лучшему. Совершенно верно. Позитивный настрой и стойкость помогают нам уверенно преодолевать неопределенности. Таким образом, хотя гарантия занятости может быть проблемой, есть шаги, которые мы можем предпринять для расширения своих прав и возможностей. Это правда. Проявляя инициативу и постоянно развиваясь, мы можем рассчитывать на успех. Именно так. Давайте сосредоточимся на том, что мы можем контролировать, и примем меры, которые улучшат наш профессиональный путь. Согласовано. Мы готовы принять вызовы и построить безопасную и успешную карьеру. Урок 6. Волшебство торгового центра. Обычно мне нравится ходить в торговый центр. У них так много товаров на выбор. Я согласен. Торговые центры могут стать универсальным местом для покупок, развлечений и ресторанов. Определенно. Удобно иметь все в одном месте, особенно когда я ищу конкретные вещи. Мне приятно просматривать разные магазины и открывать для себя новые бренды. Это похоже на охоту за сокровищами. Никогда не знаешь, что может привлечь ваше внимание. Точно. А в торговых центрах часто есть широкий выбор модной одежды, электроники и товаров для дома.
Это правда. Я ценю, что у меня есть широкий выбор, независимо от того, покупаю ли я одежду или гаджеты. Кроме того, в торговых центрах обычно есть универмаги, предлагающие широкий выбор товаров. Приятно иметь несколько брендов под одной крышей. Это экономит время и упрощает сравнительные покупки. И давайте не будем забывать об удобстве таких удобств, как парковка, туалеты и фудкорты. Такие удобства делают посещение торгового центра более комфортным и приятным. Совершенно верно. Это также отличное место для встреч с друзьями или семейного отдыха. Я согласен. В торговых центрах часто есть развлекательные заведения, такие как кинотеатры, аркады или даже крытые игровые площадки для детей. Это полный пакет развлечений и покупок. Здесь каждый найдет что-то для себя. Вот почему я считаю, что торговые центры– отличное место для проведения дня, особенно когда я хочу расслабиться. Это отличный способ отвлечься от рутины. Вы можете исследовать окрестности, делать покупки и побаловать себя едой или просмотром фильма. А иногда в торговых центрах проводятся специальные мероприятия или акции, которые делают посещение еще более увлекательным. Всегда стоит следить за текущими продажами или мероприятиями, чтобы получить максимум удовольствия от посещения. Совершенно верно. Итак, можем ли мы вместе спланировать поездку в торговый центр и посвятить ей день? Мне бы очень понравилось. Давайте назначим свидание и насладимся шопинг-терапией и приятным времяпрепровождением. Похоже на план. Давайте приготовимся к приключениям в торговом центре и насладимся волшебством, которое он может предложить. Не могу дождаться. Этот день будет наполнен покупками, смехом и незабываемыми воспоминаниями. Вот вам торговый центр и все впечатления, которые он приносит. Давайте сделаем этот день незабываемым. Урок 7. Дилемма аранжировки фотографий. У меня есть куча фотографий, и я не знаю, как их оформить. Должен ли я делать это случайным образом или следовать определенному шаблону? Это зависит от внешнего вида, который вы хотите создать. У обоих подходов есть свои достоинства. Случайная аранжировка может создать более непринужденную и эклектичную атмосферу, верно? Верно. Это может создать ощущение спонтанности и вызвать сочетание воспоминаний. Мне нравится идея запечатлеть суть разных моментов без определенного порядка. Это может быть интересный способ вспомнить и завязать разговор о каждой фотографии. С другой стороны, узорчатая композиция может обеспечить более организованное и целостное отображение. Да, узор может добавить структуру и создать визуально привлекательную композицию. Я вижу, как расположение фотографий в определенном порядке может рассказать историю или передать тему. Точно. Это позволяет вам подбирать фотографии в зависимости от конкретных событий, цветов или предметов. Звучит интересно. Это придаст аранжировке продуманный вид. Это может быть отличным способом выделить определенные фотографии и создать визуальное повествование. Я разрываюсь между этими двумя подходами. Я вижу очарование как в случайности, так и в закономерностях. Как насчет комбинации того и другого? В узорчатом макете могут быть скопления произвольного расположения. Это отличная идея. Это добавит визуального интереса и создаст уникальный дисплей.
Это способ найти баланс между спонтанностью и структурой. Мне это нравится. Это дает мне свободу выражать свои творческие способности, сохраняя при этом порядок. И помните, что нет правильного или неправильного способа упорядочить ваши фотографии. Все дело в личных предпочтениях. Вы правы. Я должна выбирать то, что мне нравится и отражает мой стиль. Точно. Доверьтесь своим инстинктам и получайте удовольствие от процесса. Спасибо за совет. Мне не терпится начать аранжировать свои фотографии прямо сейчас. Добро пожаловать! Наслаждайтесь творческим путешествием, и я уверена, что ваша аранжировка получится потрясающей. Я ценю вашу поддержку. Давайте создадим фотоэкспозицию, рассказывающую мою уникальную историю. Урок 8. Удобство автоматической оплаты. Вы пробовали настроить автоматическую оплату аренды? Да, у меня есть. Это удобный способ обеспечить своевременную оплату аренды без каких-либо проблем. Звучит великолепно. Как именно это работает? Все просто. Мы разрешаем нашему банку ежемесячно автоматически переводить арендную плату арендодателю. Итак, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы запомнить срок оплаты или выписать чеки. Именно так. Платеж списывается с нашего счета в указанную дату, поэтому все происходит автоматически. Это сэкономит нам время и силы. Больше никаких просроченных платежей или штрафов за просрочку. Верно. Это помогает нам избежать возможных штрафов и поддерживать хорошие отношения с арендодателем. Есть ли какие-либо риски или недостатки, которые следует учитывать при автоматических платежах? Всегда полезно быть осторожным. Мы должны убедиться, что на нашем счету достаточно средств для ежемесячной оплаты аренды. В этом есть смысл. Нам не нужны никакие комиссии за овердрафт или неуплаченные платежи. Кроме того, важно регулярно просматривать наши банковские выписки, чтобы убедиться, что платежи обрабатываются правильно. Я буду следить за нашими транзакциями, чтобы быть в курсе событий. Еще одна вещь, которую следует учитывать, если есть какие-либо изменения в сумме аренды или условиях оплаты, мы должны соответствующим образом обновить автоматический Правильно. платеж. Нам необходимо поддерживать нашу платежную информацию в актуальном состоянии, чтобы избежать каких-либо проблем. В целом, автоматические платежи обеспечивают удобство и спокойствие, но важно сохранять бдительность и контролировать процесс. Я согласен. Это баланс между удобством и активным расходованием финансовых средств. И помните, что если мы когда-нибудь решим отменить автоматические платежи, мы должны заранее уведомить об этом наш банк и арендодателя. Хорошие замечания. Очень важно сообщать о любых изменениях в наших способах оплаты. Итак, можем ли мы настроить автоматическую оплату аренды? Совершенно верно. Похоже, это разумный шаг для беспроблемной оплаты аренды. Я позабочусь об этом. Как только он будет настроен, мы сможем наслаждаться удобством и душевным спокойствием каждый месяц. Спасибо, что позаботились об этом. Я ценю ваш активный подход. Урок 9. Комнатные сейфы для обеспечения безопасности.
Чтобы сохранить мои ценности в безопасности, думаю, нам следует иметь сейфы в номере. Как вы думаете? Отличная идея. Наличие сейфов в номере обеспечивает дополнительный уровень безопасности и душевного спокойствия. Я согласен. Было бы удобно иметь безопасное место для хранения наших ценных вещей. Совершенно верно. Это помогает защитить наши паспорта, ювелирные изделия и другие важные вещи во время нашего отсутствия. Я слышала, что в некоторых отелях есть сейфы в номере. Как вы думаете, нам стоит выбрать отель с такими удобствами? Это определенно стоит рассмотреть. Сейфы в номере удобны и гарантируют, что наши ценные вещи всегда будут под нашим контролем и досягаемостью. Это правда. Это было бы гораздо удобнее, чем ходить в центральную сейфовую зону отеля. Кроме того, нам не придется беспокоиться о безопасности наших вещей во время прогулок. Просты ли в использовании сейфы в номере? Да, они разработаны так, чтобы быть удобными для пользователя. Обычно мы устанавливаем собственный уникальный пин-код для доступа к сейфу. Звучит достаточно просто. Хорошо иметь контроль над собственной безопасностью. Совершенно верно. Мы можем изменить пин-код в любое время, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности. Я также слышал, что некоторые сейфы достаточно велики для хранения ноутбуков или планшетов. Это было бы полезно для нас. Это отличная функция. Перед бронированием отеля важно проверить характеристики сейфа по размеру. Я обязательно это сделаю. Также было бы удобно иметь безопасное место для нашей электроники. Определенно. Очень важно защитить наше устройство, особенно когда мы находимся на новом месте. Как вы думаете, следует ли нам сообщать персоналу отеля, если у нас возникнут проблемы с сейфом? Да, всегда полезно уведомить их. Они могут либо помочь нам решить проблему, либо предложить альтернативное решение. В этом есть смысл. Лучше немедленно устранять любые проблемы или неисправности. И помните, что наш пин-код важно хранить в тайне и никому не передавать его. Правильно. Наш пин-код должен быть предоставлен нам только для обеспечения наивысшего уровня безопасности. Именно так. Принимая эти меры предосторожности, мы можем обеспечить сохранность наших ценных вещей на протяжении всего пребывания. Спасибо, что обсудили это со мной. Теперь я чувствую себя увереннее в безопасности наших вещей. Добро пожаловать! Всегда важно уделять приоритетное внимание нашей безопасности и принимать необходимые меры предосторожности. Совершенно верно. Давайте найдем отель с сейфами в номере и насладимся путешествием со спокойной душой. Урок 10. Налаживание связей с клиентами. Есть ли у вас какие-либо советы по установлению связей с новыми клиентами? Абсолютно. Налаживание прочных связей необходимо для удовлетворенности и лояльности клиентов. Один из советов — активно прислушиваться к их потребностям. Отличное замечание. Внимательно выслушав их, мы сможем понять их требования и предложить индивидуальные решения.
Существуют ли какие-либо специальные методы, которые мы можем использовать для улучшения навыков аудирования? Один из приемов заключается в активном слушании, когда мы общаемся с клиентом, задаем уточняющие вопросы и перефразируем его опасения. В этом есть смысл. Это помогает нам точно понять их точку зрения. Еще один совет – будьте искренними и чуткими. Искренний интерес к их проблемам помогает установить связь на личном уровне. Таким образом, речь идет не только о сделке, но и о построении отношений. Совершенно верно. Клиенты ценят компании, которые выходят за рамки простой продажи товаров или услуг. Как насчет невербальных сигналов? Играют ли они роль в установлении связей? Невербальные сигналы очень важны. Поддержание зрительного контакта, использование открытого языка тела и улыбка могут помочь создать позитивную атмосферу и наладить взаимопонимание. Это интересно. Невербальные сигналы могут передать тепло и отзывчивость. Определенно. Важно, чтобы клиенты чувствовали себя комфортно и ценились во время общения. Есть ли какие-либо последующие действия, которые мы должны предпринять после связи с новым клиентом? Последующая деятельность очень важна. Отправка персонализированного электронного письма или быстрый телефонный звонок, чтобы убедиться, что они удовлетворены, свидетельствует о том, что мы заботимся об их опыте. Это вдумчивый жест. Это помогает поддерживать связь и решать любые проблемы, возникшие после покупки. Совершенно верно. Это также дает возможность собирать отзывы и улучшать наши продукты или услуги. Налаживание связей кажется непрерывным процессом. Как мы можем продолжать развивать отношения? Главное – регулярное общение. Отправка информационных бюллетеней, обновлений или эксклюзивных предложений может заинтересовать клиентов и напомнить им о нашем бренде. Это отличный способ оставаться на связи и укреплять лояльность. Кроме того, платформы социальных сетей позволяют взаимодействовать с клиентами, отвечать на их комментарии и демонстрировать индивидуальность нашего бренда. Поэтому важно использовать цифровые каналы для укрепления наших связей. Да, цифровой ландшафт предлагает различные возможности для взаимодействия с клиентами и налаживания отношений с ними. Спасибо, что поделились этими ценными советами. Мне не терпится применить их на практике. Добро пожаловать! Налаживание связей очень важно, и, реализуя эти стратегии, мы можем создать прочные отношения с нашими клиентами. Я полностью согласен. За успешные связи и долгосрочную удовлетворенность клиентов. Урок 11. Приключения в приготовлении домашних суши. Вы когда-нибудь пробовали приготовить домашние суши? Да, у меня есть. Это веселое и вкусное кулинарное приключение. Хочешь попробовать? Абсолютно. Мне всегда было интересно приготовить суши дома. С чего нам начать? Для начала нам нужно собрать необходимые ингредиенты. Нам понадобится рис для суши, водоросли нори, свежая рыба или овощи и соевый соус. Звучит достаточно просто. Как приготовить рис для суши?
Чтобы приготовить рис для суши, промойте его под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Затем приготовьте его в соответствии с инструкциями на упаковке. Поэтому важно промыть рис, чтобы удалить лишний крахмал. Понял. После приготовления риса нам нужно заправить его рисовым уксусом, сахаром и солью. Это придает ему особый вкус суши. Это интересно. Именно эта приправа придает суши неповторимый вкус. Да, это придает рису острый и слегка сладковатый вкус. Теперь перейдем к приготовлению начинок. Какие начинки для суши популярны? Вариантов бесконечное множество. Обычные начинки включают свежую рыбу, такую как лосось или тунец, огурцы, авокадо и даже вареные креветки. Звучит очень вкусно. Существуют ли какие-либо специальные методы приготовления суши? Роллинг суши требует практики, но это не так уж сложно. Положите лист нори на бамбуковый коврик для суши, намажьте тонким слоем рис, добавьте начинку и плотно закатайте. Думаю, потребуется несколько попыток усовершенствовать технику прокатки. Совершенно верно. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс между герметичностью и мягкостью во время катания. Как нарезать суши небольшими кусочками, как раскатать суши? Используйте острый нож и смачивайте его водой перед каждым разрезом. Это предотвращает прилипание риса и обеспечивает чистоту ломтиков. Это умный совет. Я обязательно смачиваю нож при каждом разрезе. Наконец, подавайте суши с соевым соусом и васаби для окунания. Это добавляет дополнительный слой аромата. Мне нравится сочетание соевого соуса и васаби. Это придает суши приятный вкус. Это, безусловно, так. Теперь мы готовы насладиться нашими домашними суши. Спасибо, что помогли мне в этом процессе. Мне не терпится попробовать приготовить суши дома. Добро пожаловать! Уверен, вам понравится этот опыт. Домашние суши не только вкусные, но и сытные. Не могу дождаться, когда смогу попробовать. Приступим к нашему приключению в приготовлении суши. Урок 12. Приключения в дорожном путешествии. Как насчет того, чтобы отправиться в спонтанное путешествие и поехать в другой город до наступления темноты? Звучит как захватывающая идея. Изучение новых мест – это всегда приключение. В какой город нам поехать? Как насчет поездки в прибрежный город Брайтон? Он известен своей яркой атмосферой и прекрасными пляжами. Брайтон звучит идеально. Я всегда хотела его посетить. Давайте отправимся в путь и проведем день по максимуму. Перед отъездом давайте убедимся, что у нас есть карта или GPS, чтобы добраться туда. Отличная идея. Мы не хотим заблудиться по пути. GPS поможет нам не сбиться с пути. Совершенно верно. Теперь давайте соберем предметы первой необходимости, такие как закуски, воду и камеру, чтобы запечатлеть воспоминания. Не забудьте составить хороший плейлист, чтобы развлечь нас во время поездки. Музыка дополняет путешествие на автомобиле. Вы правы. Музыка создает настроение и делает путешествие более приятным. А теперь давайте пристегнимся и отправимся в путь.
Пока мы едем на машине, давайте будем следить за интересными достопримечательностями или живописными местами, где мы можем сделать небольшой перерыв. Похоже на план. Изучение окрестностей и запечатление живописных моментов сделают путешествие незабываемым. И давайте не забудем попробовать местную кухню, когда приедем в Брайтон. Всегда интересно попробовать новую еду. Абсолютно. Попробовав местные блюда, мы почувствуем кулинарные шедевры города. Есть ли у вас какие-либо предпочтения в отношении развлечений или достопримечательностей Брайтона? Я слышал, что Брайтонский пирс обязательно нужно посетить. Здесь вас ждут захватывающие аттракционы и потрясающий вид на побережье. Звучит как фантастический выбор. Я с нетерпением жду возможности окунуться в оживленную атмосферу пирса. Нам также следует прогуляться по знаменитому Брайтонскому пляжу. Галька и морской бриз создают уникальную атмосферу. Я уже могу представить себе шум волн и ощущение прохладного морского бриза на моем лице. Это освежит. Давайте вернемся в путь до наступления темноты, чтобы мы могли насладиться возвращением и благополучно добраться домой. Безопасность всегда на первом месте. Мы будем следить за временем и обеспечим комфортное путешествие обратно. Я в восторге от этого импровизированного путешествия. Это будет день, наполненный приключениями и новыми впечатлениями. Урок 13. Экономически эффективные решения. Я думал о том, как улучшить нашу систему и стремиться к экономической эффективности. Есть идеи, Анна? Определенно. Одним из возможных решений может стать автоматизация некоторых процессов, которые в настоящее время выполняются вручную. Отличная идея. Автоматизация может помочь уменьшить количество ошибок, связанных с человеческим фактором, и сэкономить время в долгосрочной перспективе. Как ее внедрить? Мы можем начать с определения повторяющихся задач, которые можно легко автоматизировать с помощью программного обеспечения или технологий. Определив эти задачи, мы сможем исследовать и найти подходящее программное обеспечение или инструменты для оптимизации процесса. Именно так. Важно выбрать программное обеспечение, соответствующее нашим конкретным потребностям и удобное для нашей команды. Нам также следует рассмотреть первоначальные инвестиции, необходимые для внедрения решения по автоматизации. Ключевое значение имеет экономическая эффективность. Согласовано. Важно оценить окупаемость инвестиций и рассчитать потенциальную экономию затрат в долгосрочной перспективе. Кроме того, мы можем рассмотреть возможность передачи некоторых функций специализированным поставщикам услуг. Это может быть более экономичный вариант. Аутсорсинг действительно может быть жизнеспособным решением. Это позволяет нам использовать опыт и одновременно сокращать накладные расходы. Однако нам необходимо тщательно оценить плюсы и минусы аутсорсинга, чтобы обеспечить качество и сохранить контроль над процессом. Совершенно верно. Правильный выбор поставщиков и четкая коммуникация жизненно важны для обеспечения успешного партнерства в сфере аутсорсинга. Еще один аспект, который мы можем рассмотреть, это оптимизация управления цепочками поставок для минимизации затрат и сокращения отходов. Оптимизация цепочки поставок может привести к значительной экономии средств. Мы можем рассмотреть такие варианты, как поставка товаров точно в срок или поставка местных поставщиков. Важно проанализировать текущую цепочку поставок и определить области, в которых мы можем повысить экономическую эффективность.
Регулярный мониторинг и анализ данных помогают нам отслеживать эффективность внедренных экономичных решений. Это очень важный момент. Мы должны установить ключевые показатели эффективности и регулярно оценивать наш прогресс. Непрерывное улучшение– это ключ к успеху. Мы должны поощрять отзывы членов нашей команды и быть открытыми для их предложений. Совершенно верно. Сотрудничество и упреждающий подход помогут нам определить дополнительные возможности повышения экономической эффективности. Внедряя эти решения, мы можем работать над созданием более оптимизированной и экономичной системы. Я оптимистично настроен на то, что совместными усилиями мы сможем значительно сократить расходы и повысить общую эффективность. Я тоже так считаю. Давайте продолжим изучение инновационных решений и нацелимся на создание экономичной системы, приносящей пользу нашей организации. Согласовано. Мы должны найти наиболее эффективные экономичные решения и привести нашу организацию к успеху. Урок 14. Запечатление природной красоты. Природный вид здесь просто захватывает дух. Нам нужно сфотографироваться, чтобы запечатлеть этот момент, не правда ли, Анна? Безусловно, Джон. Красота природы действительно впечатляет. Давайте найдем идеальное место для нашей фотографии. Посмотрите на этот холм. Холмистые зеленые луга и чистое голубое небо создадут потрясающий фон. Я согласен. Контраст между яркими цветами лугов и неба создаст захватывающую фотографию. Давайте расположимся на вершине холма, чтобы сделать широкоугольный снимок всего пейзажа. Это подчеркнет необъятность природы. Отличная идея, Джон. Широкоугольные снимки часто создают ощущение масштаба и величия, что идеально подходит для съемки красоты природы. Прежде чем сделать снимок, давайте изменим настройки камеры, чтобы цвета были яркими, а детали четкими. Совершенно верно. Мы хотим убедиться, что фотография точно отражает естественную красоту, которую мы наблюдаем. Теперь давайте найдем хороший ракурс и позируем естественно. Давайте не забудем улыбаться и наслаждаться моментом во время фотосъемки. Естественные позы и искренние улыбки сделают фотографию более аутентичной и отразят радость, которую мы испытываем в этой прекрасной обстановке. Я установлю таймер на камере, чтобы мы оба могли быть на фото вместе. Давайте встанем рядом и создадим теплую дружескую атмосферу. Звучит отлично, Джон. То, что мы оба на фотографии, станет прекрасным воспоминанием об этом невероятном природном пейзаже. Хорошо, таймер установлен. Давайте приготовимся. 3, 2, 1. Улыбайтесь. Нажмите «Понятно». Фотография выглядит потрясающе, Джон. Естественная красота действительно сияет насквозь. Я рада, что нам удалось запечатлеть этот момент. А теперь давайте сделаем еще несколько фотографий под разными углами, чтобы внести разнообразие. Отличная идея, Джон. Изучая разные точки зрения, мы получим ряд фотографий, демонстрирующих красоту этого природного пейзажа. Давайте также попробуем сделать несколько крупных снимков цветов и растений. Их сложные детали добавят глубины нашей коллекции фотографий. Отличное предложение, Джон. Макрофотография может раскрыть скрытую красоту самых маленьких творений природы.
Продолжая исследовать окрестности, давайте обратим внимание на другие природные элементы, такие как водопады или дикую природу, которые мы можем запечатлеть на наших фотографиях. Включение этих элементов создаст ощущение динамизма и сделает нашу коллекцию фотографий более разнообразной и увлекательной. Природа предлагает такой невероятный холст для фотографии. Давайте воспользуемся этой возможностью по максимуму и запечатлеем ее чудеса. Не могу не согласиться, Джон. Красота природы — это дар, и с помощью фотографии мы можем делиться ею с другими и вдохновлять их тоже ценить ее. Давайте продолжим наше исследование и продолжим запечатлеть природную красоту, которая нас окружает. Каждая фотография рассказывает уникальную историю. Безусловно, Джон. С каждым щелчком камеры мы создадим визуальное повествование, посвященное чудесам природы. Вас ждут бесконечные приключения и возможность запечатлеть волшебство природы на наших фотографиях. Урок 15. Отслеживание калорий и персонализированные рекомендации. Я отслеживал потребление калорий и заметил несколько интересных закономерностей. Скоро вернусь с вашими персональными рекомендациями, Анна. Это потрясающе, Джон. Мне интересно узнать, что говорят данные о моих привычках питания. С нетерпением жду этого. Хорошо, Анна, вот ваши персональные рекомендации, основанные на потреблении калорий. Во-первых, попробуйте включить в пищу больше фруктов и овощей. Отличное предложение, Джон. Мне нравятся фрукты и овощи, они содержат необходимые питательные вещества, но при этом содержат мало калорий. Совершенно верно. Они помогут вам чувствовать себя более удовлетворенными и станут более здоровой альтернативой высококалорийным закускам. Я обязательно запасусь свежими продуктами во время следующей акции за покупками. Какие еще у тебя есть рекомендации, Джон? Еще одна рекомендация – обращать внимание на размеры порций. Обратите внимание на рекомендуемые размеры порций и старайтесь не превышать их. Контроль порций имеет решающее значение. Легко переедать, даже не осознавая этого. Я начну внимательнее относиться к порциям. Это мудрое решение, Анна. Также полезно прислушиваться к голоду и сытости организма, чтобы избежать ненужного потребления калорий. Согласен, Джон. Иногда мы едим по привычке или по эмоциональным причинам, а не по истинному голоду. Я постараюсь лучше разобраться в этом вопросе. Кроме того, рассмотрите возможность включения в пищу большего количества постных белков. Они могут помочь вам почувствовать сытость и способствовать росту и восстановлению мышц. Нежирные белки – отличный выбор. Для сбалансированного питания я добавлю в свои блюда такие продукты, как курица, рыба и бобовые. Отличный план, Анна. Наконец, постарайтесь ограничить потребление сладких напитков и вместо этого отдайте предпочтение воде или несладким напиткам. Отказаться от сладких напитков – хорошая идея. Вода освежает и не содержит калорий, что делает ее самым здоровым выбором. Совершенно верно. Увлажнение необходимо для общего самочувствия. Помните, что эти рекомендации специально разработаны с учетом ваших потребностей, Анна. Я ценю индивидуальные рекомендации, Джон. Полезно получить рекомендации по выбору более здорового образа жизни, исходя из потребляемых калорий. Я рада, что они вам помогли, Анна. Помните, что дело не в строгой диете, а в устойчивом изменении образа жизни.
Ты прав, Джон. Важно найти баланс и получать удовольствие от перехода к более здоровому образу жизни. Именно так. Внося небольшие изменения с течением времени, вы можете добиться долгосрочного успеха и улучшить общее состояние здоровья и самочувствия. Я мотивирована начать выполнять эти рекомендации и увидеть положительные изменения в своем здоровье. Спасибо, Джон. Добро пожаловать, Анна. Я здесь, чтобы поддержать вас на пути к здоровому образу жизни. Давайте сохраним приверженность делу и вместе добьемся прогресса.